Сингапурские банки атакуют из Малайзии. Мы начинаем разбираться, думаем, что за фигня, почему, это, начинаем смотреть, а выясняется, что там не малазийцы, там нигерийцы, которые приехали в Малайзию, там живут, но занимаются тем же самым, чем занимаются нигерийцы. Что мне не нравится с Google, то что они постоянно пытаются что-то заоптимизировать, начинают разработку новых компиляторов, которые должны, по факту, всегда новые компоненты содержат баги. Спалили Google, зафиксил, описали, опубликовали атаку, бэкдоры задетектировали. Я сижу, думаю, вот там сидит какой-то молодой парень на том конце, наверное. Надеюсь, не под дулом пистолета. I think we done well. Really? It's just... Yeah. Орен Мания. А что, если я вам скажу, что через Chrome всего лишь несколько месяцев назад можно было завладеть вашим ПК? А любовь к технологии из прошлого века, года под названием NFT, может сыграть с вами злую шутку. Но не только ту, что она уже сыграла с криптоэнтузиастами по всему миру. Покруче. А как насчет игр? Игры любите? Еще до марта этого года все 3 на эти вопросы привели бы вас в число жертв наших небезызвестных Лазарус, которые не первый раз всплывают в видео на этом канале. На этот раз угрозу обнаружили мы, лаборатория Касперского, поэтому жанр «Чему нас научил взлом» приобретает некоторую остроту и эксклюзивность. Как вы уже поняли, с вами рубрика «Чему нас научил взлом», и сегодня у нас спецвыпуск, так как поговорим мы больше про акторов, нежели про взлом Google Chrome. Хотя и об этом, конечно, не забудем. Ну а мы начинаем. Самый главный вопрос этого видео. Как же все-таки правильно, Лазарус или Лазарус? На самом деле я предпочитаю ставить ударение на первый слог, кто-то может быть на другие, но в принципе это не столь важно, все равно все в индустрии понимают, о чем идет речь. И вообще Лазарус — это название не какой-то одной группировки, это такой зонтичный бренд, который объединяет несколько разных групп. Мне на самом деле нравятся оба варианта. По-английски, конечно же, правильно Lazarus. Само название появилось во время операции Blockbuster. В этой операции лаборатория Касперского вместе с партнерами анализировала большую атаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment. Она произошла в 2014 году. И собственно, эта атака она произошла незадолго перед выходом фильма «Интервью». На этот раз для понимания контекста стоит ковырнуть не только в ударение, но и кто такие эти Лазарус. Чем живут, так сказать, чем дышат. А дышат они, скорее всего, корейским воздухом, говорят на корейском языке, но это совсем не атрибуция, нет. Тем более, мало ли, их же там 2 этих Кореи. Вдруг это кей-поперы решили перейти на темную сторону силы. Мы не эксперты по кей-попу и не беремся делать такие сильные заявления. Эксперты по кей-попу ждем в комментариях. А если серьезно, то утверждать, что во всем виновата КНДР, мы просто не будем. К госучреждениям Северной Кореи хакеров Лазарус относят ФБР, группа IB, а в недавнем отчете и Palo Alto Networks. Мы же политической атрибуцией не занимаемся. Но считаем, что рассказать об одной из самых активных и многочисленных группировок хакеров современности – наша обязанность. Ведь надо понимать, с кем мы все-таки имеем дело. The group conducts cyber attacks against organizations around the world and to steal money and sensitive information. Our recent research on this group indicates that they have targeted organizations involved in nuclear industry to steal inside information. Lazarus — это то, что мы называем National State Sponsored APT Actor. По-русски это серьезная постоянная угроза, спонсируемая правительством. И в таких случаях никогда доподлинно неизвестно, какая структура у подобных группировок. Но мы видим, что Lazarus — это такой действительно мощный актор, у них очень богатые возможности и очень большие ресурсы. То есть размах их атак, масштаб, он просто поражает, шокирует. И то есть у них очень много ресурсов, очень много людей, которые работают на эту группировку. Должно быть какое-то разделение труда, то есть есть отдельные люди, которые разрабатывают вредоносное ПО, какие-то другие люди проводят атаки, третьи люди отвечают за социальную инженерию.
Если мы говорим про размах, да, то есть это сотни, возможно, даже тысячи человек, которые работают на эту группировку. Если коротко, это хакеры, у которых очень серьезный подход к делу. А финансирование при беглых оценках тянет на бесконечное. На радарах они появились как минимум в 2009, а в 2011, когда Nevada опубликовала Operation Blockbuster Research, стало понятно, что у лазарей конвейерный подход к разработке малвара. В недавнем отчете Palo Alto Networks за сентябрь 2024 года говорится о делении конвейеров по принципу целевой аудитории и функциональности. Так линия под названием Alluring Pieces, нами названная как Блюноров, занимается исключительно финансовыми атаками. Ребята из этого подразделения умеют в обратную инженерию и не похожи на обычных солдат, которых кидают на поле боя первыми. Первые следы их деятельности относятся, наверное, к концу нулевых, там, 2009 год, когда стали появляться первые атаки, которые затем были атрибутированы вот состоящим в этом в бренде Lazarus Group. Объединяет их, наверное, один главный фактор, да, это явная связь по коду, по филологии, по строчкам, которые там используются, связь с Кореей, да, ну понятно, что Кореи у нас две, и в данном случае все как бы понимают, что речь идет о Корее, которая ближе к России, альтернативная Корея. Блюноров — это такая элита кибервойск Лазаруса. Их малвары отличаются от всех остальных группировок, и их деятельность нацелена на тихое присутствие. А главная идея — это невидимая кража денег. Не исключено, что где-то сейчас, в каком-то значительном количестве, в мире есть компьютеры с лазарусовским манускрипт, и они просто ждут своего часа. Что касается более подробной структуры, то мы можем сказать следующее. Эксперты выявили, что структура у них достаточно разветвленная, и присутствует некоторая иерархия, о которой доподлинно утверждать пока мы не беремся. Но точно знаем, что есть структуры под названием Кимсуки и Андериэл. Это был 2013 год. Я очень хорошо помню, на самом деле, этот момент. Один из наших аналитиков подошел ко мне и сказал: слушай, я тут изучаю атаку, а вообще мне кажется, что это корейцы. Я говорю: ну подожди, мы до этого никогда не сталкивались, да, ни с чем корейским. Вообще атрибуция как-то была такая, ну, в смысле корейцы. Он говорит: ну посмотри, вот тут есть прям строчки не в исходном, а в машинном коде, но остаток от исходного кода, да, который там остался неизмененным, и там прям вот имена каталогов, папок на диске, написанные, собственно, корейскими иероглифами, не китайскими, как мы вообще привыкли до этого. Мы с китайцами очень много сталкивались, уже знали. Тут прям такая Корея. Я говорю: ну прикольно, а что еще? Он говорит: ну и здесь есть еще некий сервер, свободный сервер электронной почты, по-моему, mail.bg, где-то в Болгарии, куда отсылаются украденные данные. В общем, мы тут посмотрели, на кого этот ящик зарегистрирован, ну, да, там, имя владельца ящика, и там Ким Суки Янг, прям вот так вот. Я говорю: ну, как бы, да, явно, наверное, не китайское что-то. Ну, и мы такие: ну что, как будем называть? Ну, давай так и назовем Ким Суки. Собственно, вот это был для нас первый случай, когда мы с этим встретились. Атака была тоже очень интересная, была атакована южнокорейская организация, think tank так называемый, да, то есть такой исследовательский аналитический центр, который занимался как раз вопросами выработки неких там рекомендаций для политиков, да, как выстроить отношения между двумя Кореями. И вот их как раз и атаковали, да, то есть у них прямо из компьютера эту информацию крали и отсылали вот на почтовый сервер в Болгарии. А Ким Суки стоял за всем этим. Ким Суки специализируется на сборе разведданных, на вопросах внешней политики и национальной безопасности, связанных с Корейским полуостровом, ядерной политикой и санкциями. Андериэл, также известные как Onyx Sled и АПТ-45, ведут себя более беспринципно. 25 июля 2024 года на сайте Министерства юстиции США появился пресс-релиз, сообщающий о возвращении обвинительного приговора гражданину Северной Кореи Рим Чон Хека, который, по версии следствия, 2 года назад подверг атаке больницы и поставщиков медуслуг шифровальщикам Мауи.
Из-за этого учреждения не смогли в полном объеме оказывать медицинскую помощь гражданам. The Andariya Group is another sophisticated Korean-speaking threat actor by the security industry, and known to have been active since at least 2009. Initially, Andariya carried out cyber attacks primarily against government agencies and defense industries in South Korea, but has since expanded its target globally. It has also been found to have stolen military intelligence from defense, aerospace, and nuclear industries in many countries. This could be for military reconnaissance purposes, as well as sensitive data from promising companies in order to gather information on cutting-edge weapons technology. In addition to this, effort to extort money using ransomware such as Maui and Holy Ghost have also been identified in Andariya-related activity. В 2022 они расширили свою географию. На этот раз они использовали не только новый Мауи, но и модификацию хорошо известной D-Track и нацелились на известные организации из США, Японии, Индии, Вьетнама и России. We tracked the group based on analysis of the malware and TTPs used in an attack. The term TTP stands for Tactics, Techniques, and Procedures, and describes the behavior of a threat actor. Because threat groups can easily switch to new tools and attack strategies with each attack, they can leave behind traces which researchers analyze in details to track similarities to past attacks. While both Blue North and other groups initially had some technical ties to the Lazarus group, they now operate with their own distinct objectives and characteristics. В целом, надо понимать, что Lazarus это все-таки, это можно действительно назвать advanced, действительно АПТ, потому что они очень настойчивы, они постоянно меняют тактики, добавляют более эффективные, тестируют свои разработки на различных антивирусных продуктах, я уверен. Они очень скрытные, пытаются постоянно избавляться от детектирования, то есть если там выходит какой-то репорт, отчет со стороны любого вендора, который нашел какую-то активность со стороны этой группы, как правило, принято публиковать идентификаторы компрометации для того, чтобы клиенты могли, и не только клиенты, любые компании могли там просканировать свои системы, убедиться, что они не заражены. Они, конечно же, это тоже отслеживают и сразу же стараются избавиться от этих идентификаторов. А еще эти парни ломали Swift. Ну точнее как, не сам Swift, а скорее людей вокруг него. Ну ведь это всегда самые слабые звенья любого процесса в кибербезе – люди. В последний раз лазарусы подточили доверие к банкам в Бангладеше. Из одного такого они пытались украсть $1 миллиард, но получилось украсть всего 81 миллион. А не получилось украсть полностью всего лишь из-за какой-то опечатки. Есть одна известная в узких кругах книга про хакеров, которая написана анонимными авторами и подпольно распространяется в Даркнете. По многим деталям понятно, что к написанию приложили руку опытные эксперты по кибербезу. Однако мы до сих пор не знаем, кто скрывается под псевдонимами Гайка Митич и Бойко Двачич. Так вот, там есть любопытные подробности про инцидент в Бангладеше. Атака началась вполне классически, с прицельного фишинга. Письмо с вредоносным вложением отправили сотруднику банка, который отвечал за работу системы межбанковских переводов SWIFT. Чтобы найти такого полезного человека, злоумышленники использовали сайт LinkedIn. Там многие люди зачем-то рассказывают, где они работают. Таким образом, в начале 2015 года хакеры попали в компьютерную сеть Бангладешского Центробанка и изучали ее еще целый год, подготавливая кражу. Они выяснили, что валютные запасы Бангладеша хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. И поняли, как можно незаметно подключиться к SWIFT для вывода этих денег, используя украденные пароли бангладешских админов и данные из прошлых SWIFT-переводов. В ночь с 4 на 5 февраля 2016 года взломщики стали генерировать запросы от имени Центробанка Бангладеша на перевод денег с нью-йоркского валютного счета в банки других стран. Всего запустили более 40 транзакций на общую сумму около $1 миллиарда. В Бангладеше в это время праздновали китайский Новый год. В офисах банка никого не было,
Ну и кроме того, грабители заблокировали вывод платежных квитанций на принтеры банка, чтобы даже после возвращения с праздников клерки не заметили кражу. Но в какой-то момент, ну, довольно быстро, одним из банков-корреспондентов подобной транзакции оказался немецкий Deutsche Bank, и тут, видно, сработала немецкая педантичность, пунктуальность и внимание к деталям. То есть сотрудник банка, который пытался провести этот платеж, он обратил внимание, что в названии получателя этих денег допущена ошибка. То есть там, насколько я помню, получать деньги должен был некий фонд Schalika Foundation. Так вот, Foundation был написан с ошибкой через А. Ну, другой человек, возможно, бы и пропустил подобный платеж. Но немецкий аналитик поставил это на стоп и попытался связаться с банком Бангладеш и уточнить, кому вообще и как деньги отправляете. Ну и, собственно, тут-то все и вскрылось. Да, Бангладеш сказал, мы никуда вообще ничего не отправляем, первый раз слышим. В этот момент все, значит, платежи от этого банка были поставлены на стоп, и таким образом удалось украсть всего лишь $80 миллионов, а заготовлено было платежек на целый $1 миллиард. А этот же самый Schalika Foundation, да, в который $20 миллионов должны были уйти, оказались зарегистрированы в Шри-Ланке. И, разумеется, к владелице этого фонда моментально пришла местная полиция и увели на допрос, где она рассказала замечательную историю о том, что она вообще не при делах, знать ничего не знает, ведать не ведает, и что эту организацию, этот фонд некоммерческий, ее попросил открыть некий японский бизнесмен, с которым она встретилась 1,5 года назад. Его привел какой-то бывший односельчанин, который давно уехал из их деревни, но вернулся снова делать бизнес и привел своего бизнес-партнера, который сказал, что он японец, занимается продажами японских автомобилей в Азии, но есть возможность получить некий грант от японского министерства на постройку электростанции в их бедной шри-ланкийской деревне. Для этого нужно зарегистрировать вот этот тот фонд, и туда придет грант, да, который потом вот будет использован на всеобщее благо. Ну, она зарегистрировала фонд, и спустя год с лишним, да, на него пытались перевести вот эти вот украденные деньги из Бангладеш. Ну, то есть, представляете, насколько была тщательно спланирована операция, как задолго они начали это планировать, и подобных вот поставных компаний по миру было создано гигантское количество. А вот те деньги, которые украли, вот эти 80 миллионов, они ушли, например, в казино на Филиппины, да, где также были обналичены. В этих же самых казино их конвертировали на фишки, кто-то эти фишки получил, потом кто-то эти фишки сдал, таким образом отмыв эти деньги. Ну и, в общем, полиция вроде как пришла к выводу, что организатором вот этой схемы на месте на Филиппинах с этими фишками, с казино были некие люди, которых считают, ну, что они принадлежат к китайским триадам, да, то есть китайской мафии. Ну, в общем, тут полный набор стереотипов, но абсолютно все оказалось правдой. В общем, история достойная шпионского экшена. А вот тут можно прочитать про подробности. Из нишевых хакеров во всемирно известные СМИ их начали выводить в 2014 году, когда они решили нанести удар по святой святых современной поп-киноиндустрии, по Голливуду. Громкая история, связанная со взломом, собственно, Sony Pictures. Да, когда хакеры, которые взломали эту компанию, стали потом требовать, да, отменить показ фильма «Интервью». А что за фильм «Интервью»? Это фильм, в котором рассказывается о том, как некие журналисты приезжают в Северную Корею и берут интервью у местного национального, так сказать, руководителя. Да, сатирическая комедия, где, в общем, образ северокорейцев показан довольно комично, ну, негативно, наверное. Несмотря на отказ от проката, по Sony Lazarus ударили со всей силы. 24 ноября 2014 года хакерская группировка, представившаяся как Guardians of Peace, слила, помимо имен пользователей, паролей и конфиденциальной информации об архитектуре сети, множество документов, раскрывающих личную информацию о сотрудниках корпорации, вплоть до паспортной и визовой голливудских звезд и съемочной группы, которые в тот момент работали над фильмами Sony. Еще были слиты в сеть несколько фильмов,
Разглашено, среди прочего, инфу о заработках топ-менеджмента от $1 миллиона в год, а еще те оказались сплошь белыми мужчинами. В общем, было познавательно. Вывалили все это добро на облюбованном хакерами текстообменнике Pastebin, а заанонсировали через Reddit. Вроде как это запостил бывший сотрудник компании, мол, ему сказали, что всех отправили домой, в офисе ничего не работает, и показывает на экране вот это. Вредоносам тогда положили до 70% компьютеров компании. Позже Sony закидают исками, а на фоне скандала компанию покинет Эми Паскаль, на тот момент глава студии. Хранители мира говорили о том, что борются с жадностью Sony. И тут, честно говоря, в чем-то согласен. Достаточно посмотреть на цены на PlayStation 5 Pro в России. Но все это, конечно же, активистская ширма, а бороться надо не атаками, а, так сказать, рублем. Или долларом, у кого что есть. Так вот, они не скрывали, да, что целью этой атаки является срыв показа этого фильма. То есть как бы все сказали: о, как интересненько, а давайте посмотрим, что еще с этой территории, да, вредоносного происходило. И выяснилось, что, например, Южная Корея регулярно подвергается DDoS-атакам, да, когда выводятся из строя сайты новостные, там, телекомпаний, каких-нибудь еще дополнительных, неважно, да, очень много идет атак, нацеленных на Южную Корею. Организаторы этих атак также особо себя не скрывают и говорят: смотри, вот это мы. То есть это все делалось довольно открыто, демонстративно, и индустрия безопасности сказала: слушайте, давайте проверим, да, может быть, кто-то тут выдает себя за них. И американская компания Navet, она собрала такой консорциум из других компаний в области безопасности, и мы все стали накидывать в некую общую базу знаний всю информацию, которая была. Вот мы, допустим, про Кимсуки рассказали, да, там, условно, компания Symantec тоже какие-то свои находки в отношении подобных групп туда скинула. И в конце концов Navet это все взяла, обобщила и выкатила такой гигантский, не помню, 100 с лишним страниц research, да, в котором все эти атаки были классифицированы, разобраны, да, и тогда, по большому счету, и было принято решение, что все это называется Lazarus, одна большая, да, вывеска, да, в которой вот все это собирается. И все такое: хорошо, ладно, пускай будет так. И все согласились с тем, что да, наверное, за этим стоят вот представители альтернативной, скажем так, Кореи. Потом, уже спустя несколько лет, когда атаки стали более серьезными, да, когда уже стали воровать деньги из банков, там, миллионы, сотни миллионов долларов, в ходе наших непосредственно исследований, да, мы пытались тоже отслеживать сервера управления, работая с полициями разных стран, и несколько у нас было инцидентов, когда вот атакующие, скажем так, накосячили, то есть у них при работе с этим сервером управления отвалился VPN, и их реальный адрес стал известен, то есть они со своего реального адреса подключились, IP-адреса, и, собственно, адрес относился к этой же самой стране. Тут как бы пазл сложился, и сомнения окончательно отпали. Я думаю, вряд ли хакеры из других стран могли бы поехать туда, там подключиться в сеть, чтобы, в общем, да. In June 2018, the US Department of Justice indicted an individual named Park Jin-hyuk, who was associated with the Lazarus Group. He was the first person to be charged in connection with the Lazarus Group. It is believed that he was involved in the Sony Pictures attacks and also allegedly attempted to break into military contractor Lockheed Martin. About 2.5 years later, in December 2020, the US Department of Justice unsealed charges against two more people, Kim Il and Jeon Chang-hyuk, who were also linked to the Lazarus Group. They are also believed to have been involved in the Sony Pictures attacks and the WannaCry ransomware attack. Следом появляется WannaCry, атрибуция которого была выявлена не сразу,
Но несколько исследователей обратили внимание на схожие куски кода. Подробнее вот здесь. Шифровальщик бил уже напрямую по простым пользователям, хотя и выглядел как вырвавшийся из-под контроля T-вирус из классического Resident Evil. В чем-то он, кстати, и был таковым. Разработанный ANB эксплойт, в который засунули недошифровальщик Viper, стал настоящей эпидемией в 2017 году, окирпичив суммарно сотни тысяч компов по всему миру и нанеся урона на $4 миллиарда. Ну, что такое WannaCry? Это вот глобальная эпидемия шифровальщика, не шифровальщика, а вайпера, который тоже якобы шифровал, но на самом деле уничтожал файлы, их невозможно было расшифровать. За один день были заражены миллионы компьютеров по всему миру. В этот раз открытие совершили инженеры-ресерчеры из Google. Они нашли очень ранний образец шифровальщика WannaCry, который не получил глобального распространения. Этот образец, он был датирован, он вышел, был разработан и был опубликован за несколько месяцев до WannaCry. Это было в феврале, сам WannaCry случился в мае. Это был очень ранний образец вот этого WannaCry. И там был код, который до этого присутствовал в других образцах вредоносного ПО от Lazarus. И этот код, он был удален из финальной версии WannaCry. Прям такая действительно серьезная улика. Возможно, это был ложный флаг, да? False flag. Но как бы вероятность этого она ничтожно мала. Все равно непонятно, в чем заключается выгода для Lazarus от вот этой глобальной эпидемии. Из-за нее было заражено столько компьютеров во всех странах мира, да? В чем выгода? Непонятно. Возможно, это была какая-то некая ошибка со стороны Lazarus, если это действительно они были за этой атакой. Но вообще имя группировки звучит часто, главным образом потому, что они не гнушаются вообще никаких атак. И вот они снова переключились с АПТ на простых смертных. Ну и плюс креативный подход к вопросу. Вот, например, 13 мая 2024 года эксперты Грейд Василий Бердников и Борис Ларин обнаружили, что наше приложение распознало проникновение манускрипт на персональный компьютер человека на территории России. В свое время, когда они работали, они использовали большое количество различных вредоносных ПО. Но вот их самое любимое вредоносное ПО мы называем манускрипт. Мы нашли его в 2013 году, и вот они уже используют его больше 10 лет, постоянно развивают, улучшают. Но манускрипт — это вот их инструмент, который они постоянно используют. Мы задетектировали, описали больше 50 случаев совершенно уникальных атак на различные компании, на совершенно различные индустрии, в которых использовался этот манускрипт. И в прошлом году случилось нечто интересное. Мы обнаружили, собственно, с помощью нашего продукта, который установлен у наших пользователей, домашнего продукта Kaspersky Premium, на чьем-то домашнем компьютере, у кого-то дома, у россиянина, был обнаружен этот манускрипт. The Lazarus group used a zero day of Chrome browser to compromise the PC of Erase users in Russia, as revealed by researchers from our GREAT team. Of course, this was not specifically targeted at users in Russia, but rather at influential users in the cryptocurrency industry. This means that anyone who uses cryptocurrency or is influential could be targeted by the Lazarus group. Всегда человечество прельщали такие идеи, как играть и зарабатывать одновременно. В одних случаях это возможно, если вы участник The International, Major, ну или геймдев-тестировщик. В других и почти во всех остальных Это скамеры. Боже мой, это скамеры! Хотят мои нюцы! посетителям сайта предлагалось скачать пробную версию игры, но это был лишь отвлекающий маневр. На сайте скрытно размещался скрипт, эксплуатировавший уязвимость нулевого дня браузера Google Chrome, в результате чего злоумышленники получали полный контроль над компьютером жертвы. Для заражения достаточно было просто перейти на сайт. Очень необычная цель для Lazarus. Мы решили посмотреть, более глубоко проанализировать этот кейс, и оказалось, что также наш продукт обнаружил эксплуатацию уязвимости в Google Chrome, в браузере Google Chrome. Мы посмотрели, эксплойт был задетектирован на веб-сайте. Мы открыли этот веб-сайт и видели, что это веб-сайт онлайн-игры, связанные с криптовалютами, с NFT. Собственно,
Этот сайт предлагал скачать видеоигру на компьютер, и эта игра была завязана на NFT. То есть там можно было покупать свои танки за криптовалюту, играть, выигрывать новые танки, да, продавать их в форме NFT, зарабатывать деньги. В общем, звучит здорово, да? Там прям была ссылка, можно было эту игру скачать. Но на самом деле вот это не нужно было злоумышленникам. Вот все, что было необходимо злоумышленникам, это то, чтобы жертва перешла на этот сайт. Сайт эксплуатировал неизвестную уязвимость Zero Day, то есть это какая-то неисправленная, неизвестная уязвимость, о которой не знали разработчики Google Chrome. И по факту она позволяла взломать любой Google Chrome в мире, любого пользователя. Все, что нужно было злоумышленникам, это чтобы жертва перешла по ссылке злоумышленников. И в фоне эксплойт работал, загружал вредоносное ПО, запускал его. Злоумышленники имели полный доступ к машине жертвы и также могли... Там были, так как манускрипт имеет модульную структуру, там были всякие различные модули, которые позволяли похищать различную информацию, в том числе криптовалюту с кошельков пользователей. На финальном этапе атакующим потребовались дополнительные уязвимости, чтобы выйти за пределы процесса Chrome и получить полный доступ к системе. Для этого они запускали валидатор в виде shell-кода, который собирал как можно больше информации и отправлял ее на сервер, где уже решалось, предоставлять ли следующий этап, еще один эксплойт или нет. И один из показателей, я бы сказал так, один из показателей того, что это реально advanced, это как раз таки наличие Zero Day эксплойтов. Тем более под браузеры. Современные браузеры, это действительно сложно. Это не так просто. Как правило, такие эксплойты очень дорогие. И это как бы означает то, что Эптер действительно сфокусирован на том, чтобы иметь возможность заразить любую жертву фактически. То есть это станет только воспользоваться социальной инженерией для того, чтобы заманить пользователя, и он может быть заражен, даже используя самую последнюю пропатченную версию браузера. А Chrome, насколько мы знаем, это один из самых популярных браузеров. Вот. При этом надо отметить, что для того, чтобы эффективно заражать пользователей через браузер современный, как правило, нужно даже несколько эксплойтов. То есть это пробить сам браузер и выбраться из его песочницы, заграничной среды, что, собственно, и было сделано. То есть это показывает уровень Эдгара. Вообще Google Chrome, да, он вот для того, чтобы исполнить какой-то скрипт, какой-то сайт, там очень такой тяжелый, сложный пайплайн. То есть Google Chrome, он основан на движке V8, который содержит несколько компиляторов. Какой-то компилятор, вот этот код, да, ну просто скрипт, он написан как текст, он скомпилирует его в специальный байт-код, который будет исполнен интерпретатором. Потом этот байт-код в какой-то момент может быть оптимизирован, уже скомпилирован в настоящий машинный код, который будет исполнен процессором напрямую. И также есть различные компиляторы, которые могут скомпилировать этот код, например, в какой-то обычный машинный код, а, возможно, какой-то более максимально оптимизированный, который будет максимально быстро работать. В общем, вот этот процесс, он очень сложен. И Google постоянно меняет эти компиляторы, придумывают новые компиляторы, заменяют их. Постоянно, разработка, она никогда не останавливается. И, к сожалению, когда постоянно код меняется, очень часты и уязвимости. И так было в этом случае. Один из новых компонентов, из новых компиляторов как раз содержал уязвимость, которая не присутствовала в других компиляторах, которые присутствовали в Google Chrome, да, которые делают, по сути, то же самое, но вот это новый компилятор, который должен был производить гораздо более производительный код, гораздо более быстрый, в нем была уязвимость, которой не было в других компонентах. Собственно, эксплойт, да, он был написан на языке JavaScript. Так как весь интернет, он работает на JavaScript, логично, что эксплойты для веб-браузеров, они тоже написаны на JavaScript. Довольно такой сложный эксплойт, но, скажем так, он показывает экспертизу людей, которые написали. То есть вот такой эксплойт, но он может стоить $миллионы. Вторая уязвимость тоже очень интересная.
Например, я думаю, многие знакомы с регулярными выражениями. Регулярки очень сложно писать. И, собственно, злоумышленники эксплуатировали вот также, можно сказать, вот интерпретаторы этих регулярных выражений. То есть вот обе уязвимости, они как бы похожи по смыслу, но обе довольно интересные. Рекомендую прочитать наш блогпост на securelist.com с подробным описанием этих уязвимостей. Когда эксперты Grade проанализировали атаку, злоумышленники уже удалили эксплойт с сайта приманки. Пришлось бы ждать очередной атаки, чтобы извлечь следующий этап эксплойта. Ну, а мы вроде не хатика, не похожи. Ждать не стали и дали Google возможность устранить первоначальный эксплойт. Собственно, мы были первыми, кто нашли эту атаку. Мы нашли Zero Day, мы оповестили Google. Они благодаря нам исправили эти уязвимости. Они сделали так, чтобы никто больше не мог использовать эти уязвимости для атак на пользователей. Да? Ну, то есть мы приняли меры, которые позволили прекратить эти атаки Lazarus. Да? То есть мы по факту сорвали их планы по использованию вот такого дорогого инструмента для заражения пользователей. Также предоставили информацию, с какого веб-сайта проводилась атака. Разумеется, наши продукты тоже содержали информацию. То есть как только какой-то пользователь с нашим продуктом, либо с Google Chrome переходил на вредоносный сайт, сразу появлялось сообщение, что этот сайт, он принадлежит злоумышленникам, не нужно его посещать. Google попросили нас подождать какое-то время, там, скажем, 2 месяца, пока все пользователи обновятся. Как раз вот пока мы ждали, перед публикацией подробностей, Microsoft опубликовал некоторые детали этой атаки. Они не сказали, что в этой атаке используется Zero Day. Ну, возможно, как бы они нашли эти подозрительные сайты, но упустили этот факт, что на самом деле эти сайты содержали Zero Day, который заражал пользователей. Возможно, как это часто бывает в нашем деле, то, что, ну, скажем, когда какой-то сайт блокирует, другие ресерчеры начинают его смотреть более пристально. Возможно, это было в этом случае. Зато у нас оставалась еще игра и социальная инженерия, стоявшая за всем этим. И вот тут самое интересное. Собственно, я фанат видеоигр. У меня есть и Sony, Xbox, Nintendo, все. Постоянно играю на компе, в Steam, игр больше, чем можно представить. И вау, у нас есть и возможность поиграть в первую игру, разработанную АПТ-группировкой. Звучит здорово. Мы запустили, и нас встретило такое окошко, как, например, в любой онлайновой игре нужно вписать свои креды, имя, аккаунт и пароль, чтобы поиграть. И нет никакой возможности создать этот аккаунт. То есть я проверил, там кнопка регистрирования аккаунта в игре не работала, формы на сайте не было. То есть у нас есть игра, вот есть вот это начальное окно, и все. Я проверил, собственно, ресурсы игры, да, и было реально видно то, что да, это реальная игра, написанная на движке Unity. Я распаковал эти ресурсы, там были текстуры танков, элементы интерфейса, 3D-модели танков. То есть все реально выглядело, как будто это реальная игра, не какой-то вот просто начальный экран. Я стал смотреть в код, и оказалось, что да, там действительно есть код, мультиплеер, танковые баталии, все на свете. В этот момент я просто решил, пора написать сервер для этой игры. Все для того, чтобы поиграть в нее. Один вечер, может быть, это уже была глубокая ночь, так, часа 3-4. В общем, самое время поиграть. Потратил несколько часов, написал сервер, смог поиграть с ботами. Оказалось, что это действительно реальная игра. Вау, первая игра, разработанная злоумышленниками. На самом деле оказалось не совсем так. Lazarus, лучше всего то, что они умеют делать, это красть. Оказалось, что на самом деле они украли ресурсы этой игры у другой компании, которая разрабатывала свой проект, собственно, NFT-проект про танковые баталии. Они украли у них исходники, они изменили все упоминания оригинального проекта, они даже перерисовали все логотипы оригинального проекта, заменив их логотипами с названием своего проекта.
пересобрали из исходников и выложили вот этот клиент этой игры. Был ли на каком-то моменте доступен сервер, я не знаю, но не знаю. Это первый раз, когда мы видим нечто подобное. Изучение телеграм-канала разработчиков помогло нам составить хронологию атаки. 20 февраля 2024 года злоумышленники запустили кампанию, рекламируя свою игру на сайте X, бывший Twitter. Спустя 2 недели, 2 марта 2024 года, цена валюты DeFi Tank Land, монеты DFTL2, упала, и разработчики игры объявили в своем телеграм, что их холодный кошелек был взломан, и монеты DFTL2 были похищены на сумму аж $20 000. Разработчики обвиняют в этом инсайдера. Мы не знаем, замешан ли тут инсайдер, однако подозреваем, что это дело рук Lazarus. И прежде чем украсть монеты, они сначала украли исходный код игры, изменили все логотипы и ссылки на DeFi Tank Land и использовали полученный результат, чтобы сделать свою кампанию более правдоподобной. На самом деле это масштаб Lazarus, то есть это сфера, на которой они реально сфокусированы. За последние несколько лет они украли миллиарды долларов у представителей криптоиндустрии. И, ну да, конечно, поражает размах, как много усилий они вложили именно в эту компанию. На протяжении месяцев они развивали социальные аккаунты. На протяжении месяцев вот на этих социальных аккаунтах они постили каждый день новости об этом проекте. Они пытались выйти с различными инфлюенсерами, возможно, чтобы, во-первых, заразить этих инфлюенсеров. Но логично предположить, что люди, которые прям плотно занимаются криптой, они должны владеть большими количествами этой крипты, да? Но в том числе, возможно, чтобы получить доступ к их аккаунтам, распространить информацию об этом проекте на гораздо большую аудиторию, на гораздо большее количество людей, связанных с криптой. То есть мы видим, что планы злоумышленников были реально глобальными. И поражает тот факт, что они даже вложили очень большое количество усилий, чтобы создать вот эту игру, да? То есть вот эта игра, как оказалось, это был не просто какой-то фейк, в нее реально можно было поиграть. Просто в какой-то момент от кражи денег из банков, да, по всему миру создатели Лазаруса перешли к криптовалютам. Ну, во-первых, почему? Потому что система SWIFT, через которую все вот эти транзакции банковские проходили, она на самом деле очень сильно закрутила гайки. Да, все банки внедрили новые методы проверки, безопасности и так далее. И так просто уже нельзя было украсть там, 80 миллионов долларов. Поэтому разработчики Лазаруса переключились на крипту, да, на биткоин. И стали, во-первых, они стали атаковать криптобиржи, то есть взламывать криптобиржи, которых в то время было великое множество, и воровать деньги оттуда. Потом они стали атаковать непосредственно владельцев крупных криптокошельков, ну, либо присылая им вредоносную программу на компьютер, получая доступ к их приватным ключам, либо потом была новая, более интересная методика, когда они стали вообще целиком делать поддельные криптокошельки, которые распространялись в магазинах приложений. Да, человек качает себе новый модный крипто-воллет, ставит его на свой телефон, благополучно зачисляет туда какие-то, собственно, свои крипто-накопления, а кошелек оказывается фейковым, да, не настоящим. То есть все эти деньги моментально утекали злоумышленникам. Потом, разумеется, их пытались отслеживать, выстраивать вот эту цепочку. Вот с этого кошелька деньги ушли на тот кошелек, потом на другой, 5-й, 10-й, но очень хорошо пользуются различными технологиями скрытия следов. Ну и понятно, биткоин в целом заточен во многом на анонимность, поэтому вот эти все криптопотоки куда-то в итоге перетекают и дальше используются для организации новых атак, либо, не знаю, для закупки риса, нефти, не знаю, технологий разработки ядерного оружия, чего угодно. Да? В общем, таким образом Лазарус попытался выйти вот из этой финансовой инфраструктуры, построенной вокруг традиционных платежей через SWIFT, и стали очень модными, используя криптовалюты. Я думаю, за эти годы количество украденных биткоинов там гигантское, а если посмотреть, как еще и выросла их стоимость,
Ну, я бы, честно говоря, этих людей записал, наверное, в число богатейших людей планеты. После того, как мы смонтировали ролик, появилась информация о крупнейшем взломе в истории. Похищено порядка $1,5 миллиарда в криптовалюте Ethereum с крупнейшей криптобиржи Bybit. Конец февраля 2025 года опять стал вехой в истории Лазаруса. А на этот раз ребятам удалось побить абсолютный мировой рекорд по сумме украденных средств, но не обычных фиатных денег, а именно криптовалют. В результате взлома биржи Bybit было украдено 400 тысяч эфиров, что по тогдашнему курсу составляло примерно 1,4 миллиарда долларов США. Это, в общем, крупнейший хак в истории, получается, по финансам. До этого максимально было что-то, по-моему, 660 миллионов украли с криптобиржи Poly Network несколько лет назад. И, разумеется, все исследователи по всему миру тут же, в общем, попытались разобраться, кто стоит за Bybit, и ряд косвенных признаков однозначно указывают на наших старых знакомых, да, ребят из Lazarus. Атрибуция сейчас довольно спорная, ну, потому что недостаточно еще фактов. Но если посмотреть в целом, да, на саму историю, на их технику, как это было сделано, как отмывались дальше украденные деньги, все абсолютно укладывается в TTP, да, относящиеся к Лазарусу. А в одном случае, вот с этим отмывом, даже исследователи отследили некий домен, который был зарегистрирован на почтовый адрес. И этот же почтовый адрес, по-моему, 1,5 года назад использовался уже в одной из атак, которая также атрибутирована была к Лазарусу. Ну, такой реюзинг произошел. Ну, в общем, скорее всего, это действительно они, тем более, что и ФБР тут же объявило результаты собственного анализа, да, и очередной раз подтвердила на своем сайте в списке самых разыскиваемых преступников вот этих ребят, объявив за них награду. Значит, что вообще конкретно случилось, пока во всех деталях мы не знаем. Да? Мы знаем, что Bybit — это вторая или третья по величине криптобиржа мира с гигантскими оборотами. И 19 февраля 2025 года на компьютеры людей, которые ответственны за проведение транзакций, сотрудников этой биржи, был внедрен некий вредоносный код. Мы не знаем, как произошло первоначальное проникновение в систему. Да? Был ли это какой-нибудь там фишинг, был ли это какой-нибудь эксплойт нулевого дня для браузера, может быть, атаковали через телефоны. Да, пока мы этого не знаем, но мы знаем, что 19 февраля у них появился некий скрипт. Это гигантский, на самом деле, по-моему, 1,5 мегабайта зашифрованных строк, JavaScript, полная обфускация. Но если убрать весь вот мусор, да, всю крипту снять, получается примерно, ну, тоже немало, 500 тысяч строк кода, который, ну, что он делает, понять вот со стороны нам, да, не находясь в инфраструктуре биржи, не зная, какие приложения с чем взаимодействуют, но вот глядя просто на код, понять практически невозможно. Да? Ну, там, некая работа с интерфейсами, да, обращение к каким-то внутренним ресурсам. То есть только те люди, которые будут на месте проводить этот ресерч, они смогут потом понять и рассказать нам во всех деталях. Но как бы вот есть скрипт. А что произошло дальше? Нужно понимать, что криптобиржа основные свои все деньги хранит на холодных кошельках, не подключенных к интернету, и периодически с этих холодных кошельков пополняет горячие кошельки, да, пополняет баланс на бирже, который, собственно, используется непосредственно для торговли клиентами. Вот. И это обычная рутинная процедура, да, которую они выполняют там, раз в день, может, раз в несколько дней по мере необходимости. И используется система мультиподписи, да, когда для проведения транзакций необходима подпись от нескольких человек, держателей ключей, да, которых там, 6 человек, но для транзакции нужно, по-моему, подтверждение, не помню, от половины или от больше, чем половины. То ли 3, то ли 4 человека нужно для этого. Ну и вот, очередная попытка пополнения горячего кошелька биржи
да, у всех этих ответственных персонажей появляется интерфейс, традиционный их интерфейс для проведения транзакции, где указан абсолютно нормальный адрес, да, указаны все идентификаторы, в общем, все выглядит как обычно. Они подтверждают транзакцию себя на устройстве, плюс они должны подтвердить эту же транзакцию, собственно, на холодном кошельке, но в данном случае это хардварный wallet, да, Ledger, на котором на экранчике тоже показывается информация о транзакции. Эти люди совершили фатальную ошибку, да, человеческий фактор сработал, они не сверили, судя по всему, да, ту информацию, которая была на экране компьютера, и ту информацию, которая была на экране самого леджера, осуществили так называемый blind signing, да, то есть слепую подпись, в результате чего злоумышленники смогли, то есть получив права на выполнение смарт-контракта, да, смогли уже подменить в нем необходимый им адрес на свой, на который 400 тысяч эфиров моментально утекло. Дальше они были раскиданы еще по примерно 50 другим кошелькам, на каждый там около 10 тысяч эфиров скидывались, и был запущен моментально, буквально процесс уже отмыва этих денег, то есть пропуск их через различные миксеры, криптообменники для запутывания следов и так далее, и так далее. Вот там, по состоянию на 4 марта, да, спустя неделю примерно, есть информация, что все 400 тысяч эфиров благополучно были отмыты, да, то есть сейчас отследить их уже невозможно, несмотря на то, что Bybit, разумеется, тут же объявил вознаграждение, причем гигантское вознаграждение, $140 миллионов, то есть 10-ую часть от суммы украденного, да, они пообещали тем, кто поможет найти этих злоумышленников и вернуть украденные деньги, но я думаю, что этот приз никогда не будет никем получен. Потому что, зная Lazarus, мы считаем, что шансов на то, что этих людей когда-нибудь арестуют, практически никаких нет. Ну а деньги уже все, да, следы замели, может быть в будущем какие-то отдельные кошельки, отдельные транзакции смогут идентифицировать, но я очень сильно сомневаюсь, честно говоря. А что можно сказать по поводу взлома Chrome? Ну, случай не то чтобы неординарный. Ломиться к вам будут через любые онлайн-платформы и искать в них дыры. Chrome в этом списке первый кандидат. Но как насчет не использовать Chrome, а перейти на старый добрый интернет... Ладно, простите, на Edge. Ведь половина ошибок, обнаруженных или эксплуатируемых в Google Chrome, затрагивает их компиляторы. Значительные изменения в кодовой базе веб-браузера и внедрение новых JIT-компиляторов неизбежно приводят к появлению немалого количества новых уязвимостей. Чему нас научил взлом Google Chrome? Мы получили еще одно подтверждение, что Lazarus целенаправленно атакует криптоиндустрию, и они проводили эти атаки в течение нескольких последних лет, и они продолжат их делать. Если вы работаете в этой сфере, если у вас есть криптовалюта, я уверен, что вы являетесь в сфере интересов группы Lazarus. Если вы получаете какое-то неизвестное письмо, если видите даже если вы пользуетесь соцсетью Twitter, X, и видите какой-то продвигаемый пост, который вас зазывает перейти на этот сайт, связанный с криптовалютой, и вы никогда об этом раньше не слышали, возможно, хорошая идея не переходить по этой ссылке, потому что если в этой атаке используется Zero Day, как только вы кликаете по этой ссылке, вы будете жертвой. У нас есть продукты, которые реально нацелены на защиту от атак типа АПТ. Но также мы видим, что как бы обычные продукты, которые можно купить в обычном магазине, поставить на свой домашний компьютер, зачастую они тоже способны детектировать и АПТшки, и зеродеи. В прошлом мы нашли 20 реальных зеродеев, которые использовались в атаках подобного типа, в различных атаках на различные веб-браузеры и так далее. И, конечно же, если вы видите, что вот у вас появляется нотификация, что какая-то угроза была обнаружена в браузере, да, либо в памяти какого-то другого процесса, и написано, что это, скажем, манускрипт, либо какой-то другой большой знаменитый
Актор, либо известный вредоносный ПО, про который мы писали. Стоит, разумеется, сразу выполнить полное сканирование компьютера. Хорошей идеей может быть также связаться с нами с помощью нашего форума. Мы можем использовать этот хинт для того, чтобы более глубоко проанализировать какой-то сайт, посмотреть, использовался ли эксплойт, либо нет. В общем, что можно сказать? Что Lazarus вышел на новый уровень, да, именно по масштабу. Да, раньше, конечно же, атаковали криптобиржи и действительно успешно, но вот такое хищение, да, оно, во-первых, показало всем, что даже самые крупные биржи, которые, казалось бы, максимально с точки зрения IT-систем должны быть защищены, все равно остаются уязвимыми. Всегда есть человеческий фактор, всегда есть проблема первоначального проникновения в систему. Да, если у вас уже проникли, и у вас люди недостаточно следят за безопасностью, ну тут хоть какой кошелек используй, холодный, горячий, мультиподпись, клер-сайнинг, в принципе, все может оказаться бесполезным, всегда найдется слабое звено. Поэтому в таких условиях, конечно, нет способа гарантировать незаражение и неуязвимости какой-нибудь сети, организации, персонального компьютера перед таким злоумышленником. В данном случае наша задача как антивирусных аналитиков, прежде всего, это максимально быстро обнаруживать такие атаки и предотвращать заражение. То есть вылечивать компьютер, если это был эксплойт, уведомлять, соответственно, организацию, против продукта которой этот эксплойт используется, чтобы она его попиксила и таким образом защитила много пользователей в мире. The cryptocurrency industry is growing rapidly, and entering the market quickly with novel ideas has become critical to its growth. Security has been given less importance in this process, which often makes it a target for hackers. Not only cryptocurrency exchanges, but also cryptocurrency investors and ordinary users of games that utilize cryptocurrencies can be targeted by attackers. This is because some of these individuals are likely to hold multiple cryptocurrencies, as the Lazarus group attempt to do by contacting influential people. Also, targeting individuals can be slower to respond than attacks on corporations such as exchanges. Что касается Lazarus, то сесальджок порищи йоджи кандиканда. А поэтому, скорее всего, мы снова расскажем вам о новых взломах кореязычной группы хакеров. А выводы тут могут быть такие. Мы совершенно точно имеем дело с людьми, которым не жалко человека часов. Нужно посадить десятки людей за создание фейковых аккаунтов и резюме, а затем стучаться на работу в IT-компании. Да нет проблем. 15-часовой рабочий день и отсутствие морали. А значит, нам, кибербезопасникам, нужно работать еще усерднее. И мы не дрогнем. Спасибо за то, что досмотрели. Оставляйте комментарии. Надеюсь, было интересно. Ну и оставайтесь в безопасности.